Приветствую вас, друзья, на канале Bizarre World. Меня зовут Макс. И сегодня я хотел бы с вами поговорить про конфликты между разными странами мира, действующие и, что интереснее, потенциально опасные. Сегодня эти конфликты, так сказать, заморожены, а уже завтра там может полыхнуть, да так, что мало не покажется. Конечно, все на планете обсуждают конфликт между Россией и Украиной, что неудивительно. Но все же, пока что гражданская война именно в Сирии считается самым разрушительным вооруженным конфликтом последнего десятилетия. Только по официальным данным ООН, эта война уже унесла жизни более 350 тысяч человек. Миллионы лишились своих домов и доступа к таким базовым потребностям, как еда, нормальная медицина, работа, образование. Давайте поговорим сначала про действующие конфликты, а потом посмотрим опасные замороженные. Гражданское противостояние в Йемене между местными шиитами, поддерживаемыми Ираном, и правительством коалиции с вооруженными силами ряда арабских государств длится уже более 10 лет. Война разрушила экономику Йемена, превратив ее в одну из беднейших стран мира. За это время от различных причин более 12 миллионов жителей страны, а это на секунду почти половина населения, на грани голода. Также не утихает палестино-израильский конфликт. Трудно его отнести, так сказать, к замороженным. Военные Израиля периодически проводят зачистки в палестинском секторе. Те же в ответ проводят различные теракты. Гибнут люди как с одной, так и с другой стороны. Конфликт продолжается. А с 1948 года длится конфликт в Белуджистане между властями Пакистана и Ирана и местными националистами. Они требуют независимость региона от Тегерана и Исламабада. Конфликт продолжается. Африка по-прежнему остается самой богатой на вооруженный конфликт континентом на планете. Большое количество стран борется с группировками бандитов за власть, а страны все продолжают нищать больше и больше. Конфликты в Мали, Нигер, Камерун, Чад, Нигерия, Буркина-Фасо, Эфиопия, Сомали, Кения, Мозамбик, Центральноафриканская республика, Демократическая республика Конго, Ливия. Ну а теперь самые любопытные, потенциально опасные, замороженные конфликты. Помимо уже действующих локальных конфликтов в Африке, в зоне риска остаются страны, где вооруженное противостояние может возобновиться в любой момент. Это, например, Судан и Южный Судан, Западная Сахара, которая оккупирована Марокко, Ангольский эксклав Кабинда и страны Западной, так называемой Черной Африки. Значительное внимание экспертов зарубежной прессы сейчас приковано к ситуации с Тайванем, который материковый Китай считает своей территорией. КНР периодически проводит военные маневры возле острова. Последние такие учения прошли еще в феврале. Некоторые аналитики не исключают, что Китай может воспользоваться украинским кризисом и попытаться вернуть остров под свой контроль силовым путем. Официально Пекин активно опровергает такие заявления. К азиатским странам с замороженными конфликтами можно также отнести Таиланд и Малайзию, где существует опасность возобновления активности исламистских группировок. Также в Мьянме, так называемом замороженном или спящей фазе, находится проблема мусульман Рохинджа, которые подвергаются постоянным притеснениям со стороны бирманского этнического большинства. Конфликт может вспыхнуть в любой момент. Напряженность имеется также на Корейском полуострове. Спор между Индией и Пакистаном из-за штата Джимму и Кашмир также может перерасти в полномасштабные боевые действия. И что более опасно, с применением ядерного оружия. Афганистан, Ирак и Шри-Ланка
несмотря на временное затишье, также находятся в зоне риска возобновления гражданских войн. Тут вопрос лишь в стабильности ситуации в мире. В Южной Америке и Карибском бассейне также обострение гражданского противостояния может произойти в Венесуэле, Колумбии и на Гаити. В Европе же в зоне риска Косово, Республика Сербская и Северный Кипр. Сербия уже не раз заявляла свои претензии относительно Косово. На постсоветском пространстве также имеется несколько замороженных конфликтов. В первую очередь это Нагорный Карабах, который не так давно, кстати, пережил фазу горячего противостояния с войсками Азербайджана и потерял часть своих территорий. Более-менее спокойно, но настораживающий частично признанных Абхазии и Южной Осетии, который тоже можно отнести в число замороженных конфликтов. Но власти Южной Осетии недавно анонсировали возможность проведения референдума о вхождении региона в состав России и объединении Северной Осетии. Также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, по мнению ряда экспертов в мире, может быть вовлечена в украинский конфликт. Приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном, который в начале этого года вылился в полноценные боевые действия, тоже можно отнести к потенциально рискованным точкам на карте. Конфликт может возобновиться в любой момент. На сегодняшний день из последних таких вот опасных конфликтов есть также потенциальный конфликт между Турцией и Грецией за острова, которые были поделены неправильно, как считает Турция. Вообще, из-за глобальных экономических последствий конфликта между Россией и Украиной существуют риски разморозки вооруженных конфликтов и в других частях планеты. ВМФ считает, что в долгосрочной перспективе противостояние Москвы и Киева может коренным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок. Рост геополитической напряженности еще больше повышает риски усиления экономической раздробленности, особенно в сфере торговли и технологий. А резкое повышение цен на продовольствие, топливо может лишь увеличить потенциал возникновения волнений в некоторых регионах, от Африки, югу от Сахары и Латинской Америки, вплоть до Кавказа и Центральной Азии. Знаете, друзья, мне события в мире напоминают одну известную игру, стратегию Heart of Iron 4, про Вторую мировую войну. Там даже есть такой показатель мировой напряженности. Чем он выше, тем больше вспыхивает конфликтов в других странах, в разных точках планеты. И, к сожалению, игра становится реальностью, как мы видим. Надеюсь, напряженность спадет и в мире все будет как прежде. Ну, да. Кстати, я стримлю на канале Bizarre Joy периодически разные стратегии и другие игры, так что жду вас в гости, также туда заходите, подписывайтесь. Ну, обязательно подписывайтесь в телеграм-канал и группу ВКонтакте. Жду вас в гости, друзья. Если не трудно, оцените видео лайком и подпишитесь на канал Bizarre World. А мне на сегодня все. Всем мира, добра и надеемся на хорошее и светлое будущее. Пока-пока, друзья.